Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня пришло время разбирать землянку. Больше не увидим мы ее такой, какой она была. Надеюсь, все-таки хватит у меня сил завершить ее перестройку, переделку в глиночурку. Ну стой. Что там у тебя во рту уже торчит? Дай вычищу. Тебе мало одного синяка? Но сегодня однозначно начну разбирать стены, чтобы, так сказать, не было пути назад. Потому что время летит быстро, уже начало августа, и до холодов осталось совсем немного времени. Грушки кто-то активно подъедает. Наверное, мыши или какие-то грызуны. Потому как крупных следов не видно. Бревна буду сортировать по ходу дела. Те, которые пойдут в работу, буду укладывать вот так на весу, чтобы они на земле не промокли и не сгнили совсем. Ну а те, которые уже похуже, все пойдут на дрова. Неправильно, наверное, будет принести с собой пояс и забыть его одеть. Ай, зараза, саморез торчит. Ну что, ломать не строить, дело движется. Хочу пока прогуляться, немного отдохнуть и посмотреть, что там на водоеме. У меня есть с собой фидерное удилище. Осталось еще здесь со старых запасов прикормка. Хочу попробовать, если позволит погода, немного покормить рыбку. Я-то знаю эти здешние места. Здесь в первый день очень сложно поймать какой-то достойный трофей.
грибочки выросли уже прямо на тропинке. Так вот, нужно покормить денек-другой, и тогда есть шансы на хорошего леща. Вот это грибочки. Давно я такого не видел. Вот это лопухи. Сколько ж в нем весу, интересно. И вот еще один. Не буду срывать, пусть размножаются. Погодка замечательная. Волна не сильно большая. Воды даже немного добавилось. Кого ты там ищешь? Как там твоя вавка заживает? Вроде как зажила у Карлоса гематома под глазом. Ну, гематомы уже давно нету, но выпала шерсть на том месте. Я подумал, что может быть это укусило какое-то насекомое, типа там осы, пчелы, и у него напухло от этого. Не знаю. Хотя мог, конечно, он и стукнуться где-нибудь, лазит вечно по этим пенькам. В прошлый раз я обратил внимание, что травы на водоеме практически не было уже. А сейчас и вообще не видно никаких островков, так что можно будет спокойно половить на фидер. Все-таки август, уже начинается пора ловли леща. Да, грибочки, конечно, огромные. У меня сковородка не подходит для таких грибов, маловато будет. Я продолжу разбирать эту стену, ну а когда закончу, все-таки схожу и закормлю место для рыбалки. Такие бревнышки попадаются увесистые. Я как вспомню, как я их тягал, сразу спина начинает болеть. Вниз я укладывал самые толстые, мощные бревна, чтобы они как можно дольше не сгнили. А теперь тяжело их вытягивать. Последнее бревно, самое толстое, не могу никак вырвать его из земли. Придется все-таки сегодня взять в руки лопату. Помогай, как-то.
Никак не справлюсь с этим бревном. Увязло оно там капитально. Никак не могу расшевелить, чтобы вытащить. Пусть пока побудет здесь, а потом я уберу кровать, лежак, уберу весь хлам отсюда. И уже с помощью рычагов выдерну его, вытолкаю отсюда. Сегодня хочу сделать несколько экспериментальных глиняных растворов. В комментариях мне подсказали, что можно сделать хороший раствор из глины и древесной золы. Попробую сделать и его в том числе. Сегодня шел через поле, приобрел со скидкой 3 початка кукурузы. Посмотрю, насколько она уже созрела. Хотя продавали уже хорошую, крупную. Не знаю, на каком они поле покупали. Здесь вижу, что мелковатая. Мелковатая, конечно, но уже вполне съедобная. Ну а пока мой обед готовится, пойду закормлю рыбку. Кстати, обед я сегодня с собой брал. Хотел приготовить яичницу с помидорами на сале. Но так удачно попалась кукурузка. А я все еще на интервальном питании. Поэтому на сегодня хватит мне кукурузы, а обед останется на завтра. Карлос, я он видел, мыша побежала в ту сторону. Давай, догоняй. Рыбачить я сегодня не планировал, поэтому сейчас докормлю рыбу, потом покормлю Карлоса, ну и сам себя покормлю тоже. Все, прикормка закончилась. Есть надежда на завтрашний улов. Ну и как раз кукурузка, наверное, подоспела. Я вообще кукурузу не часто варил, поэтому небольшой в этом специалист. Но слышал, что некоторые варят очень долго, там буквально часами. А другие 15-20 минут и готово. То есть такие две крайности, серединки нет. Я на самом деле пробовал именно быстро варить, и меня вполне устраивает. Она очень мягкая, сочная. Поэтому варю именно так, 15-20 минут и готово. Главное, я думаю, чтобы кукуруза была молодая просто-напросто. Ну что, подкрепились, теперь нужно продолжать. Хочу убрать здесь кровать и все барахло из-под этой стены, чтобы был удобный доступ к бревну и чтобы, не сорвав спину, можно было его аккуратно вытащить. И сюда яблоки и груши мыши натягали. И такие они все перегрызанные. Такое ощущение, что они брашку тут ставили. Запах такой закисший.
Как говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну всю землю. Карлос, отходи. Ну вот, полностью очистил одну стенку. И теперь хочу здесь поэкспериментировать с растворами из глины. Положу несколько чурбачков на разные растворы. Это будет не основная стена, это просто экспериментальная. Я ее потом разберу. Мне просто интересно, как поведут себя растворы после того, как высохнут. И на какой будет эффективнее всего уже ложить потом стены. А вообще, сегодня во время работы так часто я зависал, притормаживал, потому как делаю и начинаю думать, а как же лучше, как правильней, потому как нет у меня снова никакого проекта, делаю все экспромтом. И вот какая мысль мне пришла. Вот здесь я углубился, откопал землянку, и теперь, если все так оставить, такую крышу, то с крыши будет стекать прямо под стенку, и она, ну, нижние ряды так точно будут мокреть. Я в любом случае хотел крышу сделать с выносами там хотя бы по полметра, лучше больше, потому что в тот раз почему-то вот так вот сделал вплотную. Но это потому, что я ее обсыпал полностью грунтом, и мне не нужны были эти свесы. А сейчас нужно переделать крышу вот побольше от стен. Это я изначально так думал. А сейчас думаю, что можно вообще так или под 45 градусов опустить прямо до земли. В общем, такую подальше сделать крышу, и будет такое подсобное помещение неотапливаемое там для дровишек, и, ну и для всякого, для рыболовных снастей, ну и в общем для хлама, короче говоря. Здесь на уровне пола уже пошла плотная чистая глина. Ее вполне можно использовать, но я подумал, что неплохо было бы углубиться на штык вниз, чтобы в перспективе сделать деревянный пол. А также вот этот уступ под кроватью тоже полностью из глины. И я хочу его разобрать и пустить в работу. Но проблема в том, что эта глина, которая внизу и в уступе, она очень плотная. И ее нужно долго размачивать, несколько часов, чтобы она пролежала в воде. У меня сегодня этих часов нет, поэтому я наберу глину на берегу, она там рассыпчатая и очень быстро замокает. Вот и из нее сделаю несколько видов растворов. Пойдем на речку. Да, да. Вот первый раствор, он состоит из древесной золы, 1/3 часть, все остальное глина и вода. Еще раз повторяю, что эта стенка экспериментальная, я ее разберу, лишь посмотрю, как схватится этот раствор, как он будет трескаться или нет. В общем, на качество раствора буду смотреть. А вообще я помыслил, что здесь, наверное, сначала
на глину сделаю своего рода фундамент из камушков. Положу камни, небольшой слой, может сантиметров 5-10 просыплю. А сверху уже буду ложить бревнышки, чтобы хотя бы немного поднять от земли. Хотя здесь, конечно, земля сухая на такой глубине. Вода не проникает сквозь глину так глубоко. Но так как у нас здесь склон, то может просто-напросто стекать сюда талая вода и дождевая. Ну что, есть первое впечатление от укладки глиночурки. Самое первое впечатление — это то, что сумасшедший расход глины. Тазик вывернул и не заметил, куда он делся. Поэтому буду дальше делать замесы именно на этом глиняном уступе, там где лежанка моя. Разберу ее, сделаю небольшое углубление, буду заливать водой, чтобы глина размокала. И делать там раствор, который окажется лучшим из сегодняшних тестов. А второе впечатление — это то, что получается, ну, просто элементарно. Я ни разу не каменщик, нет опыта в укладке кирпича, а с этими бревнышками все просто элементарно и просто делается. Мне кажется, что будет все намного лучше, чем вы думаете. Раствор номер 2 — это 50 на 50, мелкая ракушка и глина. Ну и третий раствор — это чистая глина. Ну, условно чистая. Там на берегу она может быть смешана с чем угодно. И с землей, и с песком, и с камушками. В общем, пробуем так. Ну что, первые, пусть и тестовые чурочки, но уже положены. Надеюсь, дальше будет также просто и легко продвигаться. Вот такой кусочек сделал, ну, очень за короткий отрывок времени. Это, конечно, при условии, что чурки нарезаны. Глина, ну, глина не так уж далеко ее носить. Думаю, что все будет потихонечку продвигаться, и к холодам я все успею. Карлос, я добычу от тебя хоть раз увижу. А еще хочу ответить на комментарии, которые периодически появляются, похожие, подобные, с таким вопросом: почему бы не сделать новую избушку, новую землянку где-то рядом, в другом месте и так далее. Это было бы быстрее, проще. Согласен абсолютно, это было бы и проще, и быстрее, и вполне, может быть, и можно было так сделать. Но я не могу оставить в таком виде строения. То есть здесь куча материала, который никогда не загниет, будет здесь валяться как мусор. Если бы это было полностью из природных материалов, это другое дело. Оставил, перепрело, оно перегнило за несколько лет, и никто и ничего не увидит, что здесь было когда-то. А здесь вот полно вот этих вот баннеров и остальных. Ну, не знаю, чего там. Ну, пены, опять же, я задавал. В этот раз я хочу уже обойтись с минимумом каких-то современных веществ. Ну, в общем, вы поняли. Только природными материалами попытаюсь обойтись. И тогда можно будет уже строить где-то в других местах. Вот. А пока вот так. Когда я сбрасывал землю с крыши, видимо, повредил еще где-то гидроизоляцию, и теперь она течет еще больше. И вот вывесил матрасы, всякие тряпочки, покрывала посохнуть. Сейчас занесу обратно. Немного укрыл то, что может намокнуть, хотя дождя вроде на ночь не передавали. Ночевать сегодня я не буду, неважно себя чувствую.
А завтра, скорее всего, снова приду. Что-то мы с Карлосом заработались. Скоро уже будет темнеть, а еще топать и топать. Так что быстренько собираемся и в дорогу. Ну идем, идем, идем. Давай, вперед. Вперед. Я тоже сначала хотел по бревнышку, а потом заметил, что там бревна. Карлос, ты попрощался с мышкой, да? Молодец. Вот молодец. Какой ты крутой охотник. Погнали. Друзья, буду с вами прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.